Вы на канале Мой Флакон. Всем привет, меня зовут Сергей. Всем hello, меня зовут Слава. И сегодня у нас про бренд Татьяна Тренция. Наконец-то мы до него добрались. У нас есть 5 ароматов. И мы начнем с самого топового их аромата. Это будет Кирки. Такая коробочка Sample. 1,5 мл. Сделано в Италии. Это итальянская марка. Вообще очень известная. Одна из самых известных нишевых брендов из Италии. Я вообще не смотрел сейчас по нотам. Я никак не готовился. Будем сейчас с экспромтом. Но Кирки — это известный аромат, конечно же. Угу. Он пахнет сладко, мне он пахнет грушей и, наверное, почти что все. Ну, какие-то цветы, наверное, ну и просто, может, карамель. Кирки, получается, у них самый популярный аромат. Он больше подойдет для девушек, я считаю. Чувствую, да, вот грушу, возможно, фрезия. Угу, да, такой сладковатый цветок. Возможно, белые цветочки какие-то. Вкусненько, фруктово, ванильно, очень сладко, прям мускусно. Здесь есть мускус, тоже чувствуется. Именно мускус Тициани Теренцевский. У него есть действительно какой-то мускус, который во всех ароматах похожий. А я здесь особо мускусов не чувствую. Просто вот такая приподнятая эта груша, сладость. Не, я его чувствую. А на мускусах считаешь, да? Но мускус здесь он такой, он не животный, он более такой телесный, чистый мускус, белый. То есть он немного такой запудренный. Вот он такой, знаешь, пудровый мускус. Да, я здесь пудровость не ощущаю. Абсолютно. Вот это пудрово, сладко-ванильно. Я бы так сказал. Я вижу на девушках красивый аромат, он довольно-таки сбитый, да, у Кирки также есть несколько клонов, других брендов его клонируют. Красиво. На себе я его не вижу, сам по себе я бы такой бы не купил. Все, мне нечего сказать. Кирки фруктовый, сладкий, действительно мускусный, пудровый. Ну, много фруктов. Груша, персик, малина, маракуйя. Угу. Фрезии нету, но, наверное, вот гелиотроп дает какую-то пудровость такую. Ландыш. И правда, мускусы. Вот, ну, хороший, понятный аромат. Понятно, почему он стал популярным. Я даже бы еще сказал, что этот аромат, он полунишевый и полулюксовый. То есть в люксе что-то подобное, тоже много чего похожего есть. Поэтому он и популярный, я считаю. Ну что, следующий аромат называется у нас Кассиопея. Для меня этот аромат звучит уже по-другому, чем звучал раньше. Ну или что-то изменилось. Ну, может быть... Это Кассиопея, а можно мне? Наверное, мне мало здесь. А вот в Кассиопее я так же, как и в Кирке, чувствую вот этот белый мускус, похожий. Их вот объединяет этот белый мускус. Здесь также много цветов, он более цветочный, если сравнивать с Кирки. Там все-таки много фруктов, ягод. Здесь уже больше преобладают цветы. Возможно, лист фиалки здесь есть. Вот фиалка дает такую нежнятину аромату. Ну, что здесь еще я чувствую? Ну, много цветов. Как-то фруктов здесь мне особо не положили. Может, есть там 2. Цитрусовый здесь я тоже нет. Он не цитрусовый. Тут также вот цветочно-мускусный аромат. Для меня это, да, белые цветы, и я помню, он очень-очень сильно радостный. Но когда я носил на себя, носить я его не смог, потому что он мне очень выстрелил мозг, он очень такой одной нотой, он мне надоедает буквально там за 5 минут.
но мне очень нравится его нюхать. И вот гель для душа Cassiopeia, к примеру, очень классный. Для меня это тоже какая-то и фруктовая здесь нота, может быть, похожая груша, как из кирки. Наверное, да, белоцветочный. И вот здесь я действительно чувствую мускусов, которые так приподнимают аромат. Но, кстати, вот эти мускусы я прям вспоминаю, когда мы Фурла бренд разбирали, там какие-то похожие мускусы, но там их прям еще больше был передоз. Нет, здесь больше. Фурла было меньше, кстати. Вот здесь к тому, что больше других ароматов, кроме мускуса, то есть что-то такое более интересное. Здесь также чувствую много ванили, он более сладкий, очень сладкий. Амбр, скорее всего, тоже здесь есть. Дерево здесь особо я как-то не чувствую. С этим ароматом я лично познакомился... Через этот аромат я впервые познакомился с этим брендом. Теренс, он для меня был открытие этого бренда. Мне он понравился. У Сергея был сэмпл этого аромата. И тебе он потом как-то быстро надоел, ты его подарил. Так, ну что ж, это сладкий фруктовый аромат. Здесь есть... вот та же маракуйя. Маракуйя заявлена была в кирке. Или с черной смородиной, ландыш, мускус, бобы тонка. То есть, видимо, они заслащивают здесь. И он еще фужерный, к тому же. Здесь якобы лист папоротника. Но для меня это сугубо какой-то цветочно-мускусный аромат. Вот они очень похожи с кирки для меня. Они вот на одной волне. Ну, это два их топчика таких, так понимаю. Так, следующий аромат называется Андромеда. Как Cassiopeia, Андромеда, это, я так понимаю, какая-то у них серия, связанная с космосом. У них очень красивые крышки для этих ароматов. Там с созвездиями. Только я не помню, они разные там или одинаковые. Вот, кстати, вот эти крышки мне очень нравятся. Вот они очень красивые. Именно вот эта серия с космосом связанная. И у нас Андромеда, да, сейчас? Ну, я подозреваю, что тоже мускусная и цветочная. Ну да, мускусов. И когда подносишь, мне сразу лак. Наверное, если переборщить, то будет... Можно отшибить себе нос. Вот я хочу сказать то, что эти все ароматы похожи на фурлу, на самом деле. Ну, все-таки ты, да, признаешь. То есть, что я признаю? Наверное, Фурла все-таки их копировала Теренция. Мне кажется, Фурла позже создавали аромат. То есть Фурла стоит в 5 раз дешевле, ну, образно говоря, в 5 раз дешевле. Может быть, да? так и есть, они дешевле, и Фурла ничем не хуже. То есть мне Фурла ароматы, они понравились, они простые, понятные, такие нежные, цветочные. И здесь просто больше напора в Тициане. В Теренциях вот это мускуса больше, как по мне, и вот этого напора, яркости. Они более громкие и более заявляют о себе. Но, кстати, тоже Андромеда во многом похожа на предыдущие два аромата. Он тоже цветочно-фруктовый. Я ожидаю, что будет мускусный, сладкий. Вот да. Вот они как три сестры. Вот эти ароматы, как три сестры, такие нежные, бело-мускусные, ванильные. Чувствую я немного, как будто лист черной смородины здесь, может быть, есть. Фиалка. Вот он какой-то очень нежный. Вот какие-то очень нежные цветочки здесь положили прям. И вот этот самый уходовый, он прям пахнет для меня вот уходовым средством. Вот, то есть пахнет кремом для тела. Такой приятный. Мне пахнет еще и лаком для волос. Когда мама пшикается, вот такой запах стоит. Да, согласен. Немного такой химический, химозный. И все эти ароматы чисто для девушек. Вот, как по мне. Я вижу только на девушек. Какие там ноты?
Андромеда. Он, в общем-то, древесный должен был бы быть и с сладким ванильным, белые цветы. А получается здесь тоже персик, гелиотроп, дамасская роза, иланг-иланг. Но почему он древесный? Сахар, кокос. Сладкий, фруктовый, белоцветочный. Ноты заявлены разные в этих ароматах, но пахнут они очень похоже. Я так понимаю, что просто кому нравится какой оттенок больше. Ну, они очень похожи. Как по мне. А какой тебе из этих трех больше всего нравится? Они по мне одинаковые, особенно не выделяю никак. Давай дальше тогда. Следующий аромат называется Орион. Как Орион Чокопай. Ну нет, Орео там же, без «э». Звучит похоже. Вот, Орион уже отличается. Угу. Он уже... Слушай, он в сторону какой-то немножко критовентус. Да. Чем-то есть какая-то схожесть. Древесная. Здесь прям очень много дерева. Да, древесинки больше, чем в предыдущей Андромеде. Слушай, Орион, может, больше мужской тогда получается? Да, он больше мужской. Потому что дерева очень много. Хвойная порода, возможно, кедр. Лаванда, может, здесь. А что в... Ананас. Ананас. Но я не чувствую. Но я чувствую, да, что-то такое фруктовое. И здесь уже больше такой цитрусы. Скорее всего, бергамот, лимон, вот, может быть, лайм. Но он мне начинает замыливаться как-то со временем и совсем в другую сторону идти, если сравнивать с критовентус. Но это красиво, кстати, это хороший аромат. Да, вот если для мужчин выбирать, то, наверное, больше к Ориону. Но я считаю, все равно это унисекс подойдет и мужчинам, и женщинам. Если вы любите критовентус, присмотритесь. Интересно по цене. Примерно, скорее всего, одинаково. Может быть, даже дешевле. И даже Авентус, возможно, дешевле будет, да. И вот, да, и опять появляется вот этот мускус, который есть в Кассиопее, в Кирке. Вот этот общий мускус. Вот эта сладость какая-то вот общая во всех ароматах. Но мне кажется, это что не только это мускус, может быть, а какой-нибудь такие химические соединения, не знаю, амброксан тот же. Вот что-то, вот, что приподнимает ароматы. Но мне нравится. Что ж, Орион у нас древесный, дымный, фруктовый и кожаный, оказывается. Ты прав, ананас, береза, кетер, пачули, яблоко. Ну да, ноты очень похожи на критовентус. Да. Ну, вот поэтому это схожие ноты, заметное. Да. Цитрусы, ананас, дерево. Это вот критовентусская база. Слушай, я не ожидал, что у них есть что-то похоже на критовентус. Как-то даже... Ну как? У них такая большая линейка. Везде, да, есть что-то похоже на критовентус. А что было раньше, интересно. Так. И последний из этой подборки называется Казанова. И по названию, скорее всего, это мужской. Ну, должен быть, да. Ох ты, не пожалел пшиков. Ну, мне кажется, что с брендом Татьяны Тренци легко переборщить. Они довольно громкие, и вот если как-то напшикать неудачно, еще можно себя самого приглушить, свой нос, и не заметить, что ты сделал передоз. Ой. Перец, черный перец. Прям очень много специй. О боже, что это? Перчик, возможно, сандал. Такой приятный, пряный. Мне этот аромат нравится больше всего из этой подборки. Я знаю почему, потому что это твоя библиотека. Здесь какие-то кожаные замшевые ноты есть. Не, вообще не похоже с библиотекой байредовской. Вообще не похоже. Мне он
Вот на старте мне он очень пахнет. Возможно, вы ранней весной, когда подходили к какому-то дереву определенному, и у него такие почки, такие, знаете, маслянисто-коричневые почки. Я не помню, как дерево это называется. Береза. Возможно, береза. И вы берете эти почки, они такие липкие, как клей. И вот Но когда это вы... липа. Может быть, липа. Липкие. Может быть, там липа. клен, может быть. Это почки такие. И вот пахнет именно вот этими почками, вот этими липкими, сладкими почками Серьезно? деревьев. То есть пахнет вот этими веточками, почками древесными, вот этой сладкой, липкой, вот этой массой из почек, смолой. То есть, ну, это прям очень природно пахнет. И мне это прям нравится. Мне вот этот аромат, он выбивается. Этот аромат не похожий ни на какие, он мне ничто не напоминает. Он не сладкий. То есть вообще хороший. Вот много дерева. Возможно, здесь действительно есть почки в нотах. Да, надеюсь, не человечьи. Мне аромат не очень нравится, он какой-то... Как эта нота немножко копченая, либо дымная. Я вот пытаюсь понять, почему это называется Казанова. Ну, и это же как бы дамский угодник, этот Казанова был, там все эти игры. Может, кожа дает вот эту подкопченость, такая кожа кирзачная, знаешь. Вот я поэтому сказал тебе, Байреда, библиотека. Ну, в библиотеке кожа, она очень такая, больше книжный переплет. Именно кожа вообще очень такая глянцевая кожа, ухоженная кожа, книжная. А здесь все-таки кожа такая подкопченая, знаешь, не такая грубая немного, но не скажу, что прям кирзачей. То есть не пахнет грубой кожей. Ну, то есть, возможно, здесь вообще этой кожи нет. Что здесь может давать? В общем, я бы и не носил, мне что-то не впечатляет. Это амброво-пудрово-древесный аромат. Пудровые ноты, очень много всего. Действительно заявлена кожа и гвояк, что дает вот эту копченость. Мускусы, да, куча амброксана, ну и прочее, и прочее. И по нотам... Куда он? По нотам он унисекс. То есть носит прям все. Ну, хороший аромат, мне нравится. Если вы ищете себе что-то такое природно кожаное, возможно, он вам понравится. И я бы даже сказал, интересно, он унисекс или он для мужчин только? Там что написано? Да, он для унисекс. Для секса. То есть я думаю, он даже подойдет и на девушку. Ну и, конечно же, наш бонус. Вы же не думали, что вот там вот стоит оно просто так. Сегодня у нас будет распаковочка этой бандуры. На самом деле она очень тяжелая. Это просто ведро. Это целое ведро свечи. А какой-то кирки там, да? Это кирки, аромат кирки. Да, кирки, да. Я уже сжег когда-то свечу кирки, у меня такая маленькая была, и она, ну, классная, диффузная. Вот свечи кирки хорошо. Ну, сейчас все тут пройдет. Такая коробище. О, давайте я могу подержать. А что, сейчас снимать? Не-не-не, нормально. Сзади написано какое-то послание от Леонардо да Винчи. Кого? Леонардо да Винчи. Наверное, от Паула Теренци, хотел сказать. Леонардо да Винчи. Боже, ну ладно. Он на что-то написал Теренци. Какая честь. Коробка немного такая, немного прорезиновая, какая-то кожаная, что ли. Ну, не дешевая. Это пластик коробка. называется. Не дешевая. Так, и вот Ну сама. что, сейчас это ведро пойдет. О, это что там повыпадало уже. Возьми коробку, пожалуйста. Ну вот, принеси, подай. Вот сама свеча. Целое ведро свечи. Он запакован еще. Здесь в книжке картинки разных свечей, их описание и ароматов тоже.
из всех их линеек. О, ой, как звенит красиво. Такая золотая крышечка и древесный фитиль, который будет издавать как треск камина, огня. Здесь, смотрите, фитиль особенный. Здесь два вида древесинки. И одна из них, получается, трещит и создает вот этот эффект очень интересный. Потому что я думаю, что она была побольше. Здесь такие огромные стенки, на самом деле. А самой здесь не так много. Но было еще больше свеча. Там уже 3 фитиля так поставлены, но... Как показала практика, свечи от Tiziani Terenzi очень классные. Они равномерно прогорают, растапливаются. Никогда по бокам не скапливается воск в свечи. Как пишет Tiziani Terenzi, они добавляют в состав свечей какой-то материал, который очищает воздух и как бы кислородом обогащает. Ну вот, классные свечи. Я хочу сказать, что у Tiziani Terenzi очень классные свечи. Если вы хотите себе и думаете приобрести свечку, присмотритесь к их свечам. Они... Вот у меня нету в коллекции ни одного аромата Tiziani Terenzi, и как-то пока я не нашел, чтобы я хотел бы купить, но свечи, это уже, наверное, какая свеча? Наверное, уже 5-я покупка, именно 5-я свеча от Tiziani Terenzi. Они действительно очень классные. Классно пахнут, они приятный аромат создают в квартире. Все, кто вот приходит, все говорят, о, как вкусно пахнет, и спрашивают, что за аромат и что за свечки. И они классно выглядят, очень красиво. Ну что, я предлагаю зажечь и устроить небольшой ASMR, как это звучит, потому что они действительно классно трещат. Так, сейчас так все подожгу пальцы. АСМР, как Слава кричит. О, ну, наверное, нужно обрезать, может? Нет, видишь, они уже разгораются. Ох, пошел. Здесь будет огромное пламя. Точно, это еще с увеличенным пламенем получается. Сейчас мы тут пожарище что устроим. Микрофон у нас здесь внизу. Сейчас вам будет трещать. Пока что не трещит что-то. Ты микрофон не подожги, а то сейчас мы еще и действительно пожар устроишь. Вот, значит. Треск камина. Ну, вообще это приятно слушать. Оно на самом деле дает хороший эффект, такой успокаивающий даже. Особенно зимой, когда вечером вы решили отдохнуть, включили свет и вот зажгли свечу, вот этот треск, приятный такой спокойный свет от свечи, расслабляет, создает такую уютную атмосферу в доме. Ну что, будем заканчивать это видео? Да, расскажите, есть ли у вас ароматы от Terenzi, как вы к ним относитесь, потому что мы, к примеру, не носим. Для меня лично это слишком громко. Для тебя, я не знаю, почему ты не носишь. Мне нравятся свечки. Вот я остановился на свечках. Я фанат их свечей. Мне они очень нравятся. Это идеальные свечи. Это действительно один из самых лучших брендов, которые создают свечи. Наверное, я могу назвать 2. Это Liquid Imaginaire. Очень крутые свечи, если вы встретите, обязательно купите себе. И Tiziani Terenzi. Это вот 2 бренда с лучшими свечами. Как показала практика, они всегда классные. Да, еще классные свечи у Diptyque. На самом деле они очень долго горят, такие хорошие. А у Terenzi у свечей, что плохо, они очень быстро сгорают. Они быстро сгорают, но это единственный их минус, но они зато
Когда горят, они вас радуют. Они вас радуют. Как говорится, хорошего помаленьку. Отличного вам дня, вечера, спокойного. Зажгите себе свечу. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк, если было интересно. Всем отличного настроения и goodbye.